Мне это напоминает, ну, просто вроде бы как весна. Вот тоже уже собирается быть лето, тепло у нас там. Но зима не хочет отступать. Вот сегодня раз так и мороз минус 5 градусов. Аналогичная ситуация у нас на криптовалюте. Аналогичная ситуация. Вроде бы как мы собираемся на рост, в дальнейшем просто опять обвал. Просто опять обвал. Когда это обвал закончится, я уже не знаю. Ну что, так, ну что, дальше нас мурыжит. Сегодня у нас пятница. Осталась еще буквально одна неделя. Одна неделя у нас осталась в марте. И там дальше апрель. Надеемся, что уже апрель будет нормальный, потому как просто-напросто этот квартал, ну это просто трэш. Это просто трэш. Биток минус 1,3%, эфира. Эфирчик наш бедненький, минус 1,8% за час. Вроде бы как что-то тут так и растет, но за день ничего не растет. В принципе, вот так вот. Капитализация 2 триллиона 770. В рынке просто нету денег. Нету притока капитала. С рынка вытягивают бабки. Рынок двигается от ликвидации к ликвидациям. И все. На этом всем закончилось. Отток капитала очень сильный, конечно же, на рынке. Многие, конечно, не верят, там смеются все, какой там отток капитала, там туда-сюда. Но ну вот такой отток капитала, вот такой вот отток капитала. Вот у нас самый негативный квартал. 40%, уже было вообще 38%, уже в принципе 40%, уже 40% по эфириуму. Дальше. это ж не просто кто-то придумал, это уже вам статистика говорит. У ETF, где этот гребаный ETF? Видим. Вот. Отток капитала. Все просто тупо красное. Отток, 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 отток. Весь март отток. Это ж вывод средств. Это не ввод средств. Это просто вывод. Это просто вывод средств и все. Хомяки побриты все. Все засажены во льту. И все. На этом всем закончилось. Биток показал свой тренд. И теперь страх, потому как мы можем уйти на медвежку. Отток, отток, эфириум, отток. Везде отток. Нету никакого притока. Где здесь приток капитала? Да его здесь нету. Но я думаю, что ситуация наладится. Все у нас будет хорошо. Ибо если не будет хорошо, значит будет очень плохо. Так, доминация битка. Который день я смотрю вот так вот. 16,5%. Ой, блин, 16, какие? 61,5%. 61,5%. Вот так вот просто мы замерли на вот этих вот значениях. Есть у нас блок сопротивления, мы его никак не можем пробить. Я его, в принципе, обозначил чуть-чуть ниже. У нас было раз касание, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, может быть такое, что это зажим. Может быть такое, что здесь у нас происходит зажим. И вот так вот. Вот так вот у нас может быть такое, что здесь у нас зажим. Раз касание, 2, 3. И тут раз, и уже будем течь вниз. Дай бог, дай бог. Затягивают, конечно, они с этим всем делом, но, блин, им нужно затянуть, им нужно выбрать всех, понимаете? Я уже такой терпеливый человек, у меня терпение есть хорошее. У меня хорошее терпение, манипулятор. Я тебе говорю, у меня терпение ого-го. Но и то у меня уже начинает лопать терпение. Просто опускаются руки, уже думаешь, блин, ну как же достали. Притом подвозят очередные скамы нам в этом рынке. Это рынок вообще скама. И в принципе, вот так каждый день открываешь вот эту вот доминацию и смотришь. 61,5. Все, ну 61,5 вот так вот. Здесь 61, 61. Смотрите, вот так вот можно выделить, вот так вот жирным. Вот давайте мы вот это все дело выделим. И вы просто поймете, как
как все это дело происходит. Мы двигаемся просто от ликвидации к ликвидациям. Все, вот этот вот блок, вот он. Мы ни туда, ни сюда. Вот заливка красная, вот такая вот. Ни туда, ни сюда. На протяжении 2 месяцев. Вот мы как пришли сюда, вот этот вот блок. Вот, 3 февраля. Даже вот 2 февраля здесь у нас фитиль было касание. С 2 февраля уже 2 месяца. Ни туда, ни сюда. Так уже выматывает, так выматывает. Плюс, само собой, у нас коррекция происходила с там, 9 декабря. Это у нас как раз, смотрите, январь, февраль, март, апрель. 4 месяца. 4 месяца нас мурыжат. 4 месяца нас мурыжат. И если мы откроем, допустим, биток, вот кто новичок там, допустим, да, открываем график битка, открываем месячный график, смотрим. Месячный график. Смотрим лето. Оп, смотрите. Сейчас у нас свеча неопределенности здесь закрывается, волчок. Это тоже неопределенность. Рынок не знает, куда идти. Вероятность падения на медвежку очень большая. Очень большая. Примерно 75% похода на медвежку. 25% остается продолжение бычки. Вот, смотрим. 1, 2, 3, 4. 4 месяца, смотрите, мурыжили. 4 месяца. Сейчас аналогичная ситуация. 1, 2, 3, 4 месяца мурыжат. 4 месяца мурыжат. Дальше. Остается у нас 1, 2. 2 месяца это как раз у нас август, сентябрь. Тоже была здесь в сентябре неопределенность. И в октябре пошел рост. С середины сентября у нас тогда начался рост, я помню. Октябрь, 2,5 месяца здесь был рост. 2,5 месяца здесь был рост. Вот так вот. 4 месяца. Мы, в принципе, прошли, смотрите, вот этот вот уже период времени. Вот, начиная с марта, вот этот вот период времени мы уже прошли. По июль месяц. Осталось еще 2 месяца. Это, допустим, у нас будет апрель-май. И у нас будет аналогичная ситуация, как было прошлым летом. До середины осени. Может, будет здесь такая самая ситуация, как и было летом 2024 года. Я не знаю, конечно. Я этого не знаю. Но рынок просто трэш творит. Просто трэш. Ты так просыпаешься, думаю, блин, ты в дурку уже какую-то попал. Просто в дурку попал. Реально такое ощущение, что ты просто в дурке, блин. Ты просто в дурке. Вот здесь вот ситуация была иная на рынке. Вот здесь была иная ситуация. Здесь было понимание то, что мы идем на медвежку. Мы здесь увидели большое количество скамов. Здесь мы рисовали дно. Я даже видео снимал то, что здесь нужно покупать биткоин. И только биткоин. Хотя бы 75% портфеля своего составлять нужно из битка. Потому как в первую очередь будет расти биток. Мурыжили, конечно, здесь у нас. Нормально так отмурыжили. Но тогда было понимание то, что халвинг у нас еще не состоялся. Все у нас еще впереди. У нас будет халвинг. Потом будет коррекция после халвинга. 160 дней после халвинга битка. И продолжение роста. Здесь, конечно же, у нас была депрессия. Особенно на альте в июне месяце. Тогда там сек выше. Это было понимание то, что у нас здесь капитулируют альткоины туда-сюда. Тут у нас было понимание то, что рынок стоит в неопределенности и грядет вроде бы как коррекция. И большое количество медведей попадает в медвежью ловушку. Их здесь выбривают. И тут началось движение. Самое интересное. Особенно на альткоинах. Альткоины начали потихоньку восстанавливаться, расти. X2 можно было зарабатывать на этом всем деле. Рост у нас закончился просто тупо в марте. И альта слаживается на минус 80%. На бычьем цикле. Это просто ты вот купил альткоин, и он сразу в моменте тебе дает минус 5 иксов. Минус 5 иксов. Вот так вот. Ты купил его на $100, у тебя сразу на балансе вот так вот $15, $20. Так за лето 2024 года. На 100 баксов прикупил альткоин, ты инвестор такой, с полными сумками бабла, идешь, покупаешь альткоин, все так думаешь, покупаю там. Многие не покупают, типа там такие альты, как XRP, Litecoin, покупают свеженькие, да. Ты покупаешь,
сразу минус 5 иксов. У тебя на балансе 15 долларов. Ты начинаешь усреднять все это дело. Еще несешь пару сумок туда денег, усредняешь, блин. В итоге в декабре мы не видим рост. Вообще даже. Вот, зачем далеко брать? Откройте график ноткоина. Мы не видим никакого роста. Просто биток дальше растет уже на 108 тысяч долларов. И все. И на этом всем дело заканчивается. И дальше с текущих, не учитывая то, что мы даже не росли, и еще продолжается коррекция. Где здесь иксы, я просто-напросто не знаю. Ну, это так, это не финансовый совет, это я вам просто рассказал такие психологические взгляды там на рынок. Ну, реально так оно получается. Уже так просто отмурыжили, что это просто трэш. И здесь уже, смотрите, вот буквально, ну сколько здесь осталось? Ну, 1,5 недельки, уже 4 месяца будет. Ситуация как буквально летом 2024 года. И остается 2 месяца. Это у нас как раз апрель-май. Апрель-май продавай, как говорится. Апрель-май продавай. Летом что будет твориться, я уже просто не знаю. Лето обычно коррекционное. Обычно лето коррекционное. И люди полностью засажены. И я думаю, что фиг вам в сраку, блин. Вот что. А не иксы. Манипулятор даст. Вернее, ну, я не хочу сказать, что кому-то. Так же самое и мне. Фиг тебе в сраку, дружище, а не иксы. Ты даже не выйдешь в ноль. Ты даже в ноль не выйдешь. Я знаю людей, которые зашли в рынок в 2017 году, и это реальные истории. Это не просто какие-то выдумки. Человек зашел в альткоины в 2017 году на рынок. Он зашел в альту в 2017 году, вот здесь вот на хайпе. Вот здесь он зашел на хайпе. Средняя у него была точка, конечно же, не по самому максимуму, когда был биток. Средняя у него была точка где-то там по центре. Он начал там частично набирать портфель разными местами. Там чуть-чуть прикупил, там. Ну как вот сейчас, как сейчас. Тоже ж люди покупали не на сам, уже хомяки уже умные, я тоже умный. Покупаем, конечно же, не на зеленых палках, на красных. Покупал он примерно здесь в средней части. И что? Покупал. В 2021 году у него портфель чуть-чуть выходит в ноль. В 2021 году. С учетом, где-то он там еще чуть-чуть набирал позиции. В 2021 году у него портфель в небольшой плюс выходит. Там буквально плюс 50%. Он не продает. Думает, будет дальше расти. Притом, в 2021 году я уже участвовал на рынке. Здесь все просто орали: биток по 100 тысяч долларов, мы улетаем просто там куда-то в космос, мы летим там. Медвежка, какая медвежка? Майкл Селлер покупал там по 30к баксов, там Илон Маск покупал. Кто вам даст дешевле, как говорил Кирилл Эванс. Медвежка была вот здесь вот летом 2021 года. А вот здесь вот на коррекции все кричали: нет, 100 тысяч долларов, альт-сезон будет весной 2022 года. Вот здесь вот. Альт-сезон будет 22 года весной, и тут мы только, и мы дальше летим на 100 тысяч. Эти все истории уже прошли через мои мозги прошли, и все я вот это вот видел. Сейчас мы, конечно же, да, видим биток 100 тысяч долларов туда-сюда, но альта просто умерла при этом. И этот человек вот здесь вот выходит, в принципе, вот здесь вот смотрит, у него там плюс 50% на портфеле, да? Ну он же не фиксирует. У меня, допустим, в телеге комьюнити тоже люди видели плюс 3 икса вот здесь вот в декабре. Они не фиксировали. Притом они молодые зашли вот здесь вот летом 2024 года в рынок, в альту. Я не знаю, какие у них там были альткоины, был ли у них там биток. Они, в принципе, своими портфелями не делятся, все там засекречено. Но говорили, что 3 икса здесь они понюхали. Сейчас просадка минус там 20% примерно. У некоторых есть 0 по портфелю, у некоторых там плюс 5% говорили. Вот. Так этот человек тоже не зафиксировал вот здесь вот. Мы погрузились на медвежку. Он уже стал такой умный, матерый такой хомяк. Ну, я тоже хомяк. Потому как сразу же хейтеры напишут: да что ты говоришь про людей, ты такой самый хомяк. Да я тоже такой самый хомяк. Он здесь стал уже матерый. И он здесь уже покупал биток. Чисто он покупал биток и эфириум. Альту оставил. Но бабла намного меньше у него стало уже, чем он вот здесь вот, допустим, всю эту дорогу вливал в альткоины. Ну, понятно, что у человека есть котлета определенная, он там зарабатывал, допустим, заработал. Короче, пока
Пообщался по телефону и с мысли сбился. Ну, хоть успел камин распалить. Итак, ну да, конечно же, понимаешь, мы, допустим, имея какую-то котлету, там 100 тысяч долларов, кто-то там 10 тысяч, у кого-то 1 тысяча долларов, он говорит, все, я покупаю крипту, я готов ждать, там, 3-5 лет, ну, буду ждать иксы. Ты только прикупил, увидел просадку, посидел в рынке буквально полгода-год, все, ты уже хочешь выйти в ноль. Ты хочешь выйти в ноль и думаешь, да нафиг мне эти иксы, и ты уже не хочешь ждать 3-5 лет. Ты думаешь уже потом о медвежке, о том, о сём, в принципе, и уже хочешь выйти в ноль. И человек вот этот вот, который... дальше у тебя нету бабла просто-напросто усреднять. И ты даже не хочешь уже вливать в рынок эти бабки. Ты уже даже не хочешь вливать в рынок эти бабки. И человек уже вот здесь вот, данный персонаж, уже начинает покупать чисто биток и эфириум в 22-23 году. Средняя у него там была небольшая, там что-то 20 или 30 тысяч долларов. И он вот здесь вот, опять же выходит в ноль. С учетом того, что он прикупил здесь биток и эфириум в портфель уже, он опять выходит в ноль. В 2017 году он зашел в рынок в альту, чисто в альту. В 2021 он пощупал небольшой плюс. И здесь у него 0 или там опять небольшой плюс. Вот такие, в принципе, инвестиции. Вот такие вот колоссальнейшие иксы. Там миллионы, тысячи иксов. Тысячи иксов. Конечно, если бы ты прикупил бы, такой был бы ты матерый, умный человек, там прикупил бы пепу где-то там на DEX бирже, да? Пепу взял, чисто одну пепу на DEX бирже на 1000 долларов. У тебя сейчас бы было бы там бы 150 тысяч долларов. 150 тысяч долларов у тебя бы было, если бы ты взял пепу до листинга на бирже Binance. Или хотя бы на бирже BinX, когда она там только-только в апреле 2023 года начинала свое движение. То да, у тебя было бы там 150... Ну ты ж не купишь одну пепу, ты набираешь кучу альтов. Там портфель составляешь 10-15 альтов. Даже 10 альтов и то хватит, чтобы твой портфель укатался просто в ноль. Просто в ноль. Или, допустим, ты такой матерый человек, там покупаешь Solana вот здесь, вот когда она собиралась скамиться по 8, по 10, пускай по 12 среднем, пускай по 15 даже долларов, ты берешь Solana. Средняя у тебя сейчас 10 иксов получается. Ты там набрал Solana там разными позициями, там на 10 тысяч долларов, у тебя сейчас 10 иксов, 150 баксов, ты выходишь с рынка, даже с учетом текущей коррекции, ты выходишь с рынка в плюс и все. У меня тоже есть Solana, но некоторые альткоины вообще просто укатаны. Так укатано, что ты даже не можешь своим портфелем выйти в ноль. Вот реальные истории. Вот реальные истории. Пример тому, сегодня вот смотрим, человек мне написал за монетку EOS. Я видел этот ребрендинг, у них там будет туда-сюда. Ну, у меня есть там EOS, я его обменял был на Litecoin. У меня сейчас его нету, этого EOS. Притом у меня была там очень маленькая позиция. Очень маленькая позиция, там, ну, блин, чуть ли там не 15 чашек кофе. Все, у меня его в принципе нет. Пример тому EOS. Вот человек пишет типа, слышал про EOS, ребрендинг, криптоскам официально. Можешь сделать видео, что думаешь? В общем, у них теперь другое название и рисуют другой график. Конечно, они будут рисовать другой график. Конечно, они будут. Сижу в TRX20, засажен по уши. 300 тысяч монет. И просадка 66%. Капу укатали с 2 миллионов до 25 тысяч долларов. В 100 раз. Я так понимаю, все с камина. Ну, конечно, с камина. Ты даже не выйдешь в ноль. Тебе сейчас нужно, понимаешь, брать биток. Вот если у тебя есть в портфеле 30% стейблкоинов свободных, тебе нужно на дне рынка покупать чисто биток. Чисто биток. Если у тебя портфель составляет, допустим, 1000 долларов, 700 баксов у тебя альта, 300 баксов у тебя есть в стейблах. И чтобы твой портфель вышел в ноль, у тебя по-любому просадка. Чтобы твой портфель вышел в ноль, тебе нужно на эти 300 долларов купить биток на дне медвежьего рынка. Ты делаешь 3 икса, и твои 300 долларов превращаются в 1000 баксов. И твой портфель выходит в ноль. Ты полностью все распродаешь и уходишь с рынка. Только так ты сможешь забрать свой капитал. Только так. Ну разве что ты можешь 300 баксов всунуть какой-то гэм на иксы, и он тебе пульнет, даст 10 иксов. Ну где такой гэм ты найдешь? Ну вот ты вон прикупил гэм TRX20. Теперь полюбуйся своим портфелем. Что по поводу EOS?
Что по поводу EOS. Вот у нас EOS, 860 миллионов капитализация. Здесь у нас есть инвестиции, мы можем посмотреть 0 иксов, да, 0 иксов. Говорится так, типа, у инвесторов нету иксов, будут иксы по-любому. По-любому будут иксы, потому как у инвесторов 0 иксов. Торгуется она на всех ликвидных биржах. У инвесторов у нас 0 иксов, значит будут, наверное, здесь у нас иксы. Вестинга у нас нету здесь. DF Labs, пожалуйста, коварный манипулятор, проинвестировал сюда. В 2017 году было проинвестировано. Как же такое может быть, что не будет у нас у инвесторов иксов и они будут в убытке? Да они не будут в убытке. Здесь уже куча людей закрыта. Смотрите. И здесь вот как раз уже не будет, наверное, вот этого вот движения. С учетом вот этих вот всех новостей, потому как здесь была зона накопления. Здесь была зона накопления. И казалось бы, да, что потянут хотя бы в блок вот этот вот сопротивление. Вот этот вот блок сопротивления. Но здесь уже, с учетом этих новостей, они не потянут. Потому как здесь засажено огромнейшее количество людей с 2017 года. Это же проект у нас с 2017 года. Вот, смотрите, блок продажи, продажи, продажи. Желтые тоже продажи. Здесь вот распродали максимально. И мы даже не можем преодолеть этот блок. Раз, два, три, 4, даже 5. 5 касаний было. Все, здесь люди максимально засажены. Они накупили монеты. Они накупили в 2017 году. В 2021 году они не успели даже выйти, потому как здесь был такой вот фитиль. Может, конечно, кто-то красавчик матерый такой и вышел, но навряд ли бы вышли в 2021 году, когда там просто были шикарные новости по поводу альткоинов, что альткоины это незаменимое будущее, это просто трэш. Они нужны, потому как ними будут рассчитываться в метро, ты будешь идти, прилаживать телефон к турникету в метро, рассчитайся там EOS-ами, ешмосами, короче говоря. Мы видели неоднократно видеокартинки, то, что там какие-то бабушки в азиатских странах покупают там морепродукты на каком-то базаре, и телефоном они там битком рассчитываются. Но они не учитывают то, что они битком рассчитываются, а не альткоинами. И какой вообще дурак будет покупать там, допустим, за эти битки? Это ты смотри, какая волатильность. Сейчас, допустим, биток стоит 100 тысяч долларов. Ты приходишь в магазин, покупаешь холодильник за 100 тысяч долларов. Хозяин магазина берет биток у тебя по 100 тысяч долларов, отдает холодильник. Завтра, короче говоря, биток падает на 90 или на 80 тысяч долларов. Он, получается, продал холодильник себе в убыток. Но это же ненормально. Ему нужно продать биток на 20% ниже, чтобы купить, опять пойти холодильник, допустим, у поставщика и поставить в магазин и продавать его, да? А где твоя маржа, где зазор? Вот эти как раз 20% ты и профукал, да? Да, это просто бред. Это бред. Такого не будет никогда. Это просто инструменты, сделаны для манипуляций. Все. Никаких здесь расчетов, никаких здесь банков, будущего, ничего не будет. В итоге мы видим EOS. Сейчас они выпускают новости, то что все, у них будет ребрендинг. Данные монеты, у кого есть, я думаю, что их нужно держать на бирже. Может быть такое, что биржа их в дальнейшем обменяет на новый продукт. Если биржа не обменяет, их нужно будет обменивать вручную. В дальнейшем, я думаю, что здесь будет у нас пролив, как на Веге протоколе, как на монетке Окки. Когда у нас будет этот ребрендинг произойдет, здесь сделают пролив на этом инструменте. Тут роста уже, наверное, не будет. Вот мы просто-напросто все вот это вот сделаем, вот так вот. Тут у нас в дальнейшем будет, по всей видимости, пролив. Нужно было его продавать вот здесь вот по $1,5. Ну, это в декабре никто тогда не продавал. Все ожидали продолжения альт-сезона. И я думаю, что здесь будет вот такой вот пролив. Где-то как минимум, наверное, на 11, может быть даже ниже центов. И здесь будет ряд делистингов. Именно вот этого вот инструмента. Именно вот этого. Потому как они запилят новый продукт. И будут на новом продукте уже рисовать новый график. Но для этого нужно будет быть трейдером. Чтобы старые монеты обменять. Посмотреть, что там будет рисоваться на новом графике. У вас есть монеты, вы можете на маржиналке или лонговать, или шортить. Но это очень тяжело. Вы это не сделаете.
Так как вы, допустим, обычный инвестор, вы покупаете для того, чтобы, ну, просто в дальнейшем увидеть иксы. Этого не будет. У меня, в принципе, был EOS куплен. Там была просадка минус 30% по EOS. Я его скинул на Litecoin. Потому как Litecoin может показать 2-3 икса, и может быть такое, что на EOS я отобью просадку. Правда, у меня была маленькая позиция. Ну, там очень маленькая. Там я же говорю, что там 10 чашек кофе просто. В дальнейшем я считаю, что на EOS здесь, ну, не выпустят. Вот мы можем отметить огромнейший блок, смотрите, с 2017 года. Блок сопротивления. Здесь люди засажены. Полные сумки набитые этого инструмента. И это только начало. Это только начало. Потому как если биток уйдет ниже, чем 70 тысяч долларов на 60 тысяч долларов, то вот такие вот истории будут просто-напросто массово появляться на крипторынке. Здесь будут массовые монетки EOS. Все будут засажены, будут всякие ребрендинги, будут, короче, потом перемещать для того, чтобы их обменять, терять при этом будут бабки, потому как люди зачастую теряют деньги при перемещении этих средств с холодных кошельков там на бирже или обратно, какой-то там неправильный адрес ввел, массово потеряют бабло, и на этом все это дело закончится. В принципе, вот так вот. Что касательно мнения по EOS, посмотрим. Я думаю, что здесь будет ряд делистингов на разных биржах, и будут они его, конечно же, толкать вниз, этот EOS. Притом здесь лонгистов можно шикарно выбрить. Шикарно выбрить. Это, конечно, не финансовый совет, я просто сказал то, что я сделал. Я обменял на Litecoin свой EOS. А что там дальше будет с этим инструментом, не знаю. Я еще пересмотрю, может у меня еще на какой-то бирже есть какая-то там позиция где-то по EOS, тоже скину на Litecoin и все. В принципе, вот так вот. И капа у нас, давайте посмотрим капитализацию. Смотрите, укатали, просто капец. 15 миллиардов долларов. 2018 год, смотрите. 16 миллиардов долларов капитализация была. Сейчас просто укатали это все. Ну, 862 миллиона долларов. Ну это просто ни о чем. 21 год, да? Капа, цена была практически по ценам, что и в 2017 году, но капитализация намного меньше. Это говорит о том, что здесь был отток капитала. Здесь не было притока капитала, только отток. Вытянули бабки, людям раздали монетки, все, дальше можете ехать в метро и ними рассчитываться, этими монетками. Так, по EOS мы, короче говоря, побазарили. Дальше, доминация битка. Опять у нас зеленый день. Вот. Смотрим, 2 дня красных, зеленый, красный, чередует просто, чередует. Сегодня, наверное, будут мурыжить. Притом пятница, закрываются биржи, опять будет бритва, по всей видимости. Опять будет бритва на 30 минутке, здесь у нас вот выглядит вот так вот. Была вероятность то, что мы будем здесь вот падать, знатно мы здесь протекли, опять вернули, прошли. Сейчас топчемся возле трендовой линии. Вот у нас есть некая трендовая визуальная, локальная, которая берет свое начало еще с 25 марта, с 12 марта. Топчемся, посмотрим, что у нас будет дальше. Индекс страхожадности. Опять же, рынок в страхе. Страх. Все боятся уйти на медвежку. Очень тяжелая ситуация. Очень тяжелая ситуация. Что у нас тут по сообщениям? Есть тут боты. Тут, короче, чувак писал, что я общаюсь с ботами. Я общался с GPT-чатом. Чтобы ты понимал, я общался с GPT-чатом, а не с ботом. Если ты не в курсе, что такое GPT-чат, изучи. В принципе, все комментарии. Котлета она ни слова не сказала за эфиром. Короче, в следующем этом мы поговорим с Котлетой по поводу эфириума. Не волнуйся. Побазарим, не волнуйся с ней. Там, может, через одно видео. В следующем видосе посмотрим с Котлетой эфириум, что она скажет, конечно. Но они в основном говорят то, что нам хочется знать, понимаешь? В принципе, что? Ну, вот, пятница красная. Посмотрим, как закроется март.
вообще полностью просто трэш. Первый квартал, ну, просто по медвежьи. Все закрывается по медвежьи. Давайте мы посмотрим. Вот мы на медвежку шли, да, 15 год, минус 24. Глубокая медвежка, минус 3%. Сейчас минус 9. В 2020 году минус 10. Это медвежка, разворот, считай. 22 год, и то мы погружались на медвежку, минус 1,5%. Сейчас, ну, это просто глубокая медвежка по битку. Эфириум минус 40, это просто трэш. 18 год, да, медвежка глубокая. Ну, я не знаю, это просто трэш. Мы по факту не видели никакого особо альт-сезона. Биток 0, ну, даже, ну, просто даже 1% нет. Март минус 11, минус 31, минус 1%. Мы по факту не видели никакого альт-сезона и уже такое падение глубокое. Ну, надеемся, что апрель-май будет хоть что-то зеленое. Апрель-май может будет зеленая, потому как по статистике, ну статистика здесь в принципе уже сломалась, она ничего не работает. В апреле тоже у нас зачастую было зеленое. Посмотрим. Трамп, конечно же, всех давит, у нас идут торговые войны, и просто так он бабки не раздаст. Дали, конечно же, цену битка $100 тысяч, но все остальное, все засаженные просто остались вот так вот за бортом, и все. Те, кто держал биток, они даже сейчас могут продавать биток. Вчера я смотрел метрику. Все люди на данный момент до декабря 2024 года все просто-напросто в плюсе, кто покупал бы биток. P-Cycle у нас, в принципе, показывает то, что это еще не пик бычьего рынка. Не знаю, может у нас будет пик продолжаться. Так. Вернее, бычка будет продолжаться, и пик еще поставим там в будущем. Интересно было бы посмотреть. Так, это у нас хешрейт. Я вот где-то вчера смотрел по поводу холдеров битка. Наверное, я сейчас не найду. Здесь очень большое количество метрик. По поводу холдеров битка, то сейчас в минусе только те люди, которые, допустим, у нас покупали биток после декабря 2024 года. В битке сейчас все практически в плюсе. Так, что у нас по данной метрике? Ну, в принципе, что? Мы можем говорить о том, что пик бычьего рынка был вот здесь в декабре, но есть еще небольшая вероятность того, что мы немножко снизимся еще. Вот так вот, в принципе, у нас здесь трендовая сохраняется. И может быть такое, что здесь будет еще одна такая шикарнейшая волна. Так вот сюда вниз. И здесь будет еще одна волна роста по биткоину. Также P-Cycle нам подсказывает то, что это не пик. В принципе, вот так вот. Ну что сказать. Будем ожидать завершения марта. Как у нас там дальше будет? EOS минус 5%. Ну, такое. Да будут они там выдумать. Им, понимаете, им для того, чтобы раздать монеты, потянуть в это, вернее, раздать бабки, это нужно всех потянуть сюда. Зачем им выпускать людей, которые засажены с 2017 года, если можно просто остановить проект, сделать ребрендинг, выпустить новый актив и все. А эти пускай себе остаются в сторонке. Кто не успеет здесь перейти на новый проект, сделают делистинг, здесь все это дело потечет и просто потеряют деньги. Вот так вот. Нужно за этим всем пристально следить, менять монетки. Тоже очень нужно быть внимательным, потому как вы можете потерять там полностью средства свои. В принципе, вот так вот. Посмотрим, как у нас будет закрываться март месяц. Рассказал вам реальные истории криптоинвесторов. Может, вам понравилось? Ставим лайки, комментируем, поддержим канал лайками, подписками, комментариями. Пишем в комментариях, какие вам интересно монетки посмотреть. Все это дело мы рассмотрим. На данной прекрасной ноте будем заканчивать. Всем пока, до связи и мирного неба.